Мы приехали в город Гвардейск Калининградской области, чтобы посетить замок Тапиау. Это главная площадь Гвардейска. До 1946 года Тапиау. Отсюда и название замка. Чтобы наглядно показать, где проходила экскурсия, я воспользуюсь официальным сайтом замка. Здесь можно купить билет, и здесь же мы ждали экскурсовода. Это административный корпус. Он выглядит очень эффектно. Про него мы сначала подумали, что это и есть замок. А это сам замок. Он сейчас в процессе реставрации, поэтому большинство помещений недоступно для просмотра. С противоположного берега реки Приголя уже видны постройки замка и тот самый административный корпус. Впервые замок в Тапиау упоминается в 1258 году как владение прусского аристократа, присягнувшего на верность Тевтонскому ордену. Пересекаем речку через мост и идем покупать билет. Перед зданием кассы расположились вот такие интересные скульптуры. Территория, на которой возведен замок, была захвачена в 1265 году и в том же году перестроена по приказу магистра Тевтонского ордена. На входе нас встречает статуя рыцаря Тевтонского ордена. Именно так они и выглядели. Здесь мы ждем экскурсовода и отогреваемся, так как нам опять повезло с погодой. На улице жуткий снегопад. С 1879 до 2021 год замок был обычной тюрьмой, поэтому сохранился в неплохом состоянии до наших дней. Это административный корпус. А мы пришли вот отсюда. Через стройку перед нами предстает замок. Это, собственно, замок, точнее то, что от него осталось, западный флигель. И территория вокруг него. Во время экскурсии нас сопровождал не только экскурсовод, но и охранник этой территории. Здесь видно, что на потолке оригинальная кирпичная кладка, а на стенах отреставрированная. Через строительный мусор проходим в полуотреставрированную комнату на первом этаже. В XIV веке замок считался одной из важнейших баз Тевтонского ордена в его набегах на Литву. За это время здесь перебывала масса представителей высшей знати. Герцог Альбрехт Австрийский, в 1377 совершавший со своими воинами крестовый поход против язычников. Год спустя герцог Лотарингский. В 1390 и 1391 годах тут останавливался Генрих IV, будущий английский король. Поднимаемся на второй этаж. Через большой зал подходим к интересным, сохранившимся и отреставрированным потолочным барельефам. Вся вот эта красота относится уже ко времени Альбрехта Бранденбургского. Это маленькое оконце выходит на бывшую трапезную. В центре сводов потолка чудом сохранившиеся барельефы рыцарских гербов с диковинными зверями. К сожалению, в советские времена именно в этом помещении почему-то решили устроить сортиры и умывальники.
Во время восстановления польского замка в Мальборке в Тапиау приезжали, чтобы скопировать эти самые барельефы. Около трапезной лестница на 3-й этаж, но пока туда нельзя. Мы возвращаемся к макету. Это постройка замка Тапиау по состоянию на начало 15 века. Экскурсовод показывает, что мы находимся вот в этом строении. В здании мини-музея оружия крупным планом показаны рыцарские гербы, которые вы ранее видели на сводах потолков. В музее представлены реплики старинного холодного оружия, начиная с бронзового века. Здесь каждый желающий может сделать фото в рыцарских одеждах с оружием. Экскурсия закончена. И мы по той же лестнице спускаемся вниз.